Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы знаете, что в своих видео я всегда стараюсь показать самый простой и доступный способ шитья. И у меня есть свой секретный способ, как оформить край изделия без бейки. Ну, не сама придумала, увидела в интернете, но хочу поделиться своим вариантом исполнения. Из рогожки выкроем квадрат размером 23 на 23 сантиметра и от каждого угла отложим по 5 сантиметров. Эти две точки соединим и срежем углы. Приготовим прямые бейки с шириной 3 сантиметра и длиной примерно 20 сантиметров. Бейки сложим вдоль пополам и пришьем к длинным сторонам нашего восьмиугольника с лицевой стороны. Для удобства работы отшиваю сразу две прихватки. Они будут немного отличаться цветом отделочного канта. Как видите, бейки пришиваем так, чтобы свободные концы на пару сантиметров выступали за края. И сразу же приготовим тесемку, бейку для петельки. После того, как пришили кант, детали надо заутюжить на сторону основной ткани. Потом приступаем к оформлению углов. Складываем заготовку по диагонали, совмещая и выравнивая края, и намечаем линию шва. Шов должен быть строго перпендикулярным на ширину лапки. Так прошиваем все углы. И сразу же можно вшить петельку. После того, как все прошили, отрезаем лишнюю ткань, подрезаем уголки и выворачиваем получившиеся детали. Их надо хорошо подтянуть и проутюжить. Получился конвертик размером 17 на 17 сантиметров. А теперь уже из ткани с крупным ярким узором выберем нужный фрагмент и вырежем квадрат 17 на 17 сантиметров. В качестве наполнителя можно взять кусок хлопкового тина. Он продается в магазинах ткани под названием холстопрошивное полотно. А в хозяйственных магазинах его можно найти под названием хлопковая салфетка для пола. Эти детали все-таки лучше сшить вместе, прошить, хотя бы по диагоналям. В подготовленные конвертики вкладываем наши яркие, красочные, простеганные цветочки. Остается только прошить, все закрепить. Можно проложить 2 шва по краю нашего канта. Так прихватка будет крепче и аккуратней. Петельку отгибаем наверх и закрепляем парой строчек. Вот так, очень легко и просто получаются симпатичные, яркие и красивые прихватки. И мало кто догадается, как обработан край, как сделаны такие аккуратные углы и как вшит кант. Шить легко и быстро. У меня осталась еще такая ткань. Можно из остатков сделать просто полотенце, а можно нашить еще таких прихваток в качестве подарков или сувениров. Столько праздников впереди, и еще есть время приготовить такие милые вещицы. Конечно, я использовала для внутренней части просто красивую ткань с крупным рисунком, но можно и ее сшить из лоскутков и обрезков. Я дала вам идею, а как ее воплотить, уже зависит от вашей фантазии. Пробуйте, творите, у вас все получится. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!